Всем привет. Итак, я хотел бы просто пояснить то, что стоит за всеми этими тестами, какую-то основную идею. Ну, во-первых, мне хотелось исследовать джойнты в TP. Как-то не было у меня задач, и тут я решил вдруг попробовать. Ну, потому что во-первых, как бы большинство разрушений домов выглядит, тестов миллион, как-то так. То есть, на мой взгляд, понятно, что это какой-то технодемо, но, в принципе, даже в достаточно дорогом высокобюджетном кино можно увидеть довольно местами говёный дистракшн. То есть, просто какой-то фракчеринг, ну здесь кластера, конечно, у Рейфара, и просто зафракчерили как-то, долбанули поэтому, ну вот, пример, бам, то есть все, это называю сахарное разрушение, то есть не видно, как бы, как будто не здание стояло, а просто из кирпичей сложили, ничем не скрепили, вот, по нему стукнули, оно все как сахарный домик развалилось. Ну, я не к тому, что там Блюр сделали лажу, а я молодец. Ну, может, режиссер так захотел, как бы там, вот. Что хорошо для стекла, это не очень хорошо для бетонного здания. Именно поэтому у Рейфара рили столько стекла, всяких хрустальных шаров. Вот, ну, правильный дистракшн выглядит, ну, именно конкретно, допустим, если здание какое-нибудь бетонное, он выглядит вот так. Оно очень пластичное. То есть мне очень нравится эта сцена, когда они едут и все прям эти огромные колонны, они ведут себя как пластилин, потому что в них столько арматуры, что это все как глина какая-то. Вот, очень, ну, армированные как бы конструкции даже при разрушении ведут себя довольно пластично. То есть они не разваливаются, как сахарные какие-то домики стеклянные. Вот, поэтому я решил немножечко поресерчить дестрой. И какая-то основная идея, ну, идея, конечно, не нова, но смысл такой, что имеется очень какой-то делается лоурезная симуляция, вот, а, ну, естественно, тут джойнтами все скреплено, а по ним делается уже хайрез. То есть мы видим, что все это повторяет. Но это, конечно, не production ready хайрез, это как бы просто тест, который там за полдня родился. Ну, Лорес здесь у меня это просто забейканная симуляция. Видно, что ключи, обычные объекты с ключами, но если переключиться на Syncing Particles, это работает приблизительно с такой же скоростью. То есть вот это уже партиклы. То есть, ну, видно, что я как бы перемещаюсь по таймлайну и, ну, не прямо реал-тайм, но очень близко к тому. То есть, соответственно, ну, обладая такой интерактивностью, можно довольно быстро что-то настраивать и смотреть какой-то фидбэк. То есть мы видим, что здесь, ну, две симуляции, два сета, там sim0 это LURES, и, соответственно, если сюда залезть, то мы видим там, ну, это форс, это глобальный форс, гравитация обычная. Вот, то есть если увеличить ее, там, то все, ну вот он стал ниже. То есть все апдейтится довольно быстро.
Ну, потому что обычно как люди делают? Делают какой-то мега фракчеринг, там миллиард осколков, потом как-то по этому стучат, ждут там, не знаю, часы, дни, ночи, видят, что все не так, что-то меняют, стучат еще раз и, скрестив пальцы, ждут, что оно там как-то само сложится. Тут фактически полный контроль. И, естественно, Харес выглядит основной паттерн, там тайминг, естественно, он повторяет абсолютно. Как бы, ну, в тестах вы видели. Джойнты в данной системе создаются автоматически, можно показать. Ну, я не стал, то есть я разбил по вороному, потому что мне было лень заниматься фракчерингом, но вот в следующем тесте нечто похожее на стоянку, там уже как бы фракчерил я Rayfire. То есть замечательный плагин. То есть джойнты, но сейчас покажу, как они создаются. Здесь у меня есть некий проверочный makeline. То есть я вижу, ну то есть я могу контролировать, что с чем сцепляется. Соответственно, колонны я представил в виде вот таких каких-то сосисок. Но на самом деле это тоже все автоматически происходит. То есть на вход я подаю так, TP instances. То есть я на вход подаю вот такие колонны, а в TP они у меня уже как бы, причем я могу, соответственно, менять количество этих сегментов. По-моему, это вот здесь. Dividers. Ну, пусть будет 5. Ну, не очень удачный пример. Очевидно, все эти операции нужно делать при выключенном TP. Ну, попробуем еще раз. Как я и говорил, лучше выключать TP во время этих операций. Там 5. Мы видим, что количество сегментов изменилось. Ну, давайте я верну обратно, чтобы это побыстрее работало. Ну, как этим управлять? То есть, как конкретно, что у меня происходит? Я захотел сделать такой, ну, видно, что там два параметра, которые на самом деле рулят этими сегментами. Пусть будет 150. Да. То есть создаются джойнты в этой структуре, и она действительно стоит на земле. То есть на все это действует гравитация, и если... То есть мы видим, что если убрать... Ну вот как рушат дома, закладывают там точечные взрывчатки в колонны, во все несущие конструкции, и там все разом подрывает. Но вот я хотел, чтобы это завалилось в эту сторону, поэтому... Как я разрушил, то есть здесь есть куча вспомогательных всяких объектов, вот типа stuff. То есть у меня берется вот этот объект, это бокс обычный, и проверяются джойнты, которые попали внутри этого бокса, они там в определенный момент времени разрушаются. То есть сейчас joints break by volume. То есть мы видим, что проверяется в каком-то меше, там бокс 0.9, вот он, 69. И, соответственно, это там в 50-м кадре это все разрушается. Соответственно, ну вот если взять и, ну вот, надеюсь, оно не упадет, потому что не любит TP. Ну вот, давайте другие два разрушим. И посмотрим, что будет. Бам, то есть оно все, соответственно, стало падать уже в другую сторону. Но мы видим, что как бы тут оно вроде стоит, а потом, когда падает, оно начинает, все эти штуки начинают гнуться как так.
Здесь есть еще один трюк. То есть есть вот такая сфера. Если увидеть, то она там как-то выезжает из земли по таймингу. Она на самом деле меняет тип джойнтов. То есть если при рождении джойнты фиксит, это жесткий джойнт, то когда я хочу, чтобы это здание, ну, допустим, оно взорвалось там и какие-то целостность нарушилась, и я хочу, чтобы оно уже вело себя более гибко. Вот, то есть все джойнты, которые попадают внутрь этой сферы, их тип меняется с fixed на spherical. То есть вот, ну, понятно, мы берем джойнты, берем с них position, проверяем, попадают ли они вот там в эту сферу. И как бы для тех, кто попал, мы здесь вот type, integer, там единица, это spherical. По дефолту было 0, это fixed. Вот. Ну, то есть мне хотелось прям... Ну вот, кстати, если выключить этот осет, давайте я подорву сразу все 4 сегмента основания. Я выключу осет и увидим. Так, давайте я сделаю как бокс. Ну вот, видно, что исчезли. Но я еще удаляю эти партиклы, чтобы с ними не было коллизии, чтобы они не мешались. Вот. Бам, оно упало и как-то вот, ну, то есть оно не складывается, оно там, ну вот, чуть-чуть завалились в бок. Ну, в принципе, тут можно всякие какие-то объекты пихать, толкать это здание, смотреть, то есть все в реал-тайме, все очень быстро. Вот, тут есть у меня, ну, то есть я хотел именно такое разрушить, именно как вот их подрывает, что снизу убрал колонны и все упало. Это более сложный случай. Более простой, это, естественно, там каким-то шаром или объектом ударить по этому, чтобы оно все рассыпалось. Вот, но тут был смысл показать именно, что во всей этой конструкции есть стресс, и если снизу ослабить, то оно все начинает упадать. Ну вот у меня здесь есть, допустим, давайте выключим этот break by volume. Здесь есть у меня какой-то, по-моему, дефлектор. Просто какой-то шар убийца. Enable. Да, вот он. Где? Нет. Сейчас, секунду. Так, загадка разрешилась очень просто. То есть тут есть объект анимированный. И если вы снимаете renderable, то он Object to Particle не работает. То есть он не затягивает shape. То есть вот это он должен быть renderable. Тогда, то есть теперь это particle. Ну вот он начинает, он отслеживает. Бам, все разлетелось. Ну, и теперь я хочу, чтобы у меня не вот эта сфера превращала их, ну, как бы она снизу вырастает, она была под предыдущий distraction. А здесь вокруг шара другая сфера. То есть я хочу, чтобы по мере приближения этого дестройера, то есть вот все, что попадает в эту сферу, оно превращалось в сферические джойнты. То есть пик сфере 0.3. И смотрим. Так, это давайте вообще выключим этот TP stuff.
Но вот мне не нравится, они все breakable, то есть при превышении какого-то порога там по скорости они рушатся. То есть я хочу, чтобы это все не так сильно рвалось. То есть где они создаются, по-моему, здесь. Вот break velocity threshold. То есть я там, не знаю, 500. И мы видим, что уже, то есть моментально все меняется. Ну, то есть, работая с хорезным симуляцией, то есть, это на все это реально могут там уйти годы. Ну, не годы, конечно, но очень долго времени. Вот. После того, как мы сделали то, что нас устраивает, берется оператор экспорт, в конце здесь экспорт, и он экспортит партиклы, и, собственно, уже мы имеем обычную ключевую анимацию. Соответственно, и в этом тоже я предпочитаю, то есть можно было бы закэшировать там эту систему, там, ну, там, запечь кэш, потом его там как-то использовать, но, во-первых, кэш работает отвратительно, вот UTP это грустная правда. Он считается миллион лет, весит миллион байтов, поэтому кэшем я, типичным кэшем, ну иногда, конечно, без него никак, но по возможности стараюсь избегать. Вот. Плюсы запекания. Печется он очень быстро. Вот это один из парадоксов кэша TP, то есть вы там работаете, как-то у вас система работает быстро, реал-тайм, все классно. Кэш-рекорд, все. То есть, что он там делает, то есть, если вы, допустим, считали превью считалось 5 минут, делаете рекорд-кэш может происходить 1,5 часа. Ну, то есть, что, я не знаю. Причем это и в 4-м, и в 5-м TP. Плюсы этого, что вы можете подправить что-то, что вам не нравится, там какой-то, ну, то есть отретаймить все это можно. Прежде чем делать хорез, с этим можно работать как с обычной ключевой анимацией. Вот потом, после того, как вы поправили там что-то или вас все устраивает, делается опресс. Ну, у меня опресс забейкан в Xmesh. То есть без Xmesh, честно говоря, я не очень представляю, как жить, потому что типичный кэш ужасен, если и даже в случае, то есть экспорт, то есть это можно все заэкспортить в обычный объект с ключевой анимацией, также через оператор экспорт. Но если там иметь какие-то сотни тысяч объектов, Максу уже, то есть как не очень хорошо от этого. Ну, можно, конечно. Вот, но я предпочитаю Xmesh, замечательная штука. Вот, как это все, как делается опресс. То есть конкретно вот, ну, здесь видно, что здесь все вороной, кругом вороной. То есть, ну, причем все повторяет. То есть, если был такой разлом, смотрим опресс. Ну, немножечко отличается, но как-то где-то похоже. Вот. Возможно, у меня просто уже какие-то настройки там сбились. Но на самом деле должен повторять. Берется... Ну, я просто поясню саму идею. Те, кто там с TP на ты, сразу все поймут. Те, кто на вы, для них я, возможно, сделаю туториал. То есть, итак, так, все. Минус первый кадр. Теперь расхайдить. Ну вот он как-то задумался. Задумался, потому что там происходит, собственно, volume breaker. Первый кадр, это там может несколько секунд занимать.
там не знаю сколько, может 20-30. Ну, я на паузу нажму. Ну, секунд, не знаю, 30 по ощущениям. Ну вот видим, что я, во-первых, ну, как бы стараюсь держать их полностью независимые, то есть без всяких там кэшей. Также у меня здесь вот Object to Particles, там вот эти наши анимированные сегменты, вот они здесь все грузятся. Вот. И они все отслеживаются Object to Particle. То есть эти партиклы повторяют анимацию этого объекта. Также я загружаю колонны нетронутые, потому что мне нужно побить не вот эти мои сегментированные сосиски, а побить нужно нормальную колонну. Также загружается это как бы пол, плиты, и все это колется. Там как-то я раскидываю сиды, чтобы кололось там, где стык этих плит, чтобы там была большая детализация, чтобы не колоть все на миллион кусков. Это я объяснял в своем древнем туториале, как-то он назывался, по-моему, Clusterization или Clusters, вороной, что-то там. И потом я делаю, то есть после того, как я поколол, тут сплошной старик psearch. Psearch, то есть я беру эти фрагменты, ищу как бы по вот этим, по оригинальным кускам, которые лоурезные, забейканные. Вот. Здесь вот видно, что это прям по цветам, так как группы разные. То есть вот то, что он нашел вокруг этих кусков там, он к ним привязал. Но часть, то есть вот эта вот зеленая группа, она нейтрон. Соответственно, мы видим, что здесь, так, сейчас я группы, которые относятся к SIM1 выключу. Вот, то есть они нейтрон object, то есть я их привязал, они как бы, и они толкают все это дело. То есть, вот эти партии, вот эти, которые там psearch, настраиваются, естественно, там радиус этого поиска где-то. Вот, то есть я... Причем здесь почему-то у меня какой-то рандомный радиус поиска. Я нахожу, собственно, вот эти колонны с фракс, это оригинальные вот эти, как бы вот эти сосисочки, и фрагменты эти к ним привязываю. То есть, я сначала запоминаю particle, и наверняка здесь где-то рядышком p-attach. То есть, вот я извлекаю и привязываю. То есть, и что получается, соответственно, часть из этих фрагментов жестко привязаны к нашему лурезному симу, и небольшое количество свободных фрагментов вот там в щелях, как бы в трещинах, в разломах. И как бы привязанные фрагменты отслеживают движение нашей лурезной симуляции. И у Shape Collision я его обожаю, то есть у него очень, очень вязкая модель динамики, то есть там ничего не стреляет, стреляет, конечно, но очень редко. Может случиться так, что там с какой-то дикой скоростью все вылетело, в отличие от физикса и буллета, там это беда. Если что-то там зажало, пережало, там все взорвется. Тут нет, если там объекты друг друга пролезают, он очень толерантен к этому делу. Соответственно, они, вот если смотреть уже, то есть сразу ничего не развалилось. То есть у нас здесь было какое-то количество свободных кусков, но они держатся за счет именно вот соседей, которые прилинкованы. И когда, то есть мы, собственно, видим, то есть вот эти вот части, они залинкованы. Причем, может быть, даже не наружные, а какие-то внутренние куски залинкованы, и они как бы работают как структура. Вот. Причем опресс можно делать по частям. Там отдельно сделать
сделать колонны, отдельно сделать вот эти там трещины. Собственно, что я делал в следующем туториале. Так, бенд, паркинг. Ну, здесь я уже обработал. То есть я также выбил часть колонн и сделал так. Но, то есть здесь паттерн, он тоже... Я получил именно тот паттерн, который я хотел. То есть не то, что здесь как-то все осыпалось. Да, динамика, но я и управлял. То есть как я и управлял, здесь вот если я это спрячу, это все спрячу, показать TP. Так, надеюсь, да, здесь включен какой-то опресс. Это выключить, это включить. Так. У меня... Угу, понятно. Ну вот я загрузил. Ну, падает иногда. Бывает. Так, не play. Не play, просто... Ну вот это партиклы, они тоже работают. Ну, здесь видно, что здесь я уже применил фракчеринг. Rayfire, у него там есть опция rifts, зазоры. То есть, собственно, вот эти рифты я потом дробил и как бы за счет этого повышал детализацию. Вот. Но то есть я хотел, чтобы вот в этой симуляции у меня также я взорвал часть колонн, чтобы у меня осел вот этот вот фрагмент, а часть осталась нетронутой. Ну, то есть часть осталась, поэтому в какой-то момент здесь есть вспомогательный объект. Вот этот. Да, то есть если смотреть сверху, я, собственно, также сделал проверку по волюму, in-mesh, там condition, и, соответственно, все джойнты, которые попадают в этот mesh, я разорвал. Ну, там, конечно, не все разорвалось, то есть не полностью опало, но это была часть плана. То есть я хотел, чтобы это было именно вот так. Вот, это, собственно, к вопросу. Прервалась запись, закончилось место. Ну, в общем, дальше по поводу того, как этим можно управлять всем. Ну, понятно, что там можно это рушить по волюму, то есть, но можно и обращаться к джойнтам каким-то конкретным. Ну, то есть, вот, например, ну вот как-то все упало, но мне не нравится, что вот этот кусок завис. То есть это particle номер 59. У меня есть там осет. Вот, собственно, где я... Ну, тут я проверяю по двум объектам. Join break by volume, вот break manual. То есть я говорю, ну что здесь происходит. Мы выбираем какой-то p-selection, берем какой-то particle, можно пикать руками, но мне удобнее указывать ID. Ну, меня не интересует второй particle, но можно, естественно, если партиклов, ну, соответственно, если один партикл соединяется там с 10 соседними, то нам нужно выбрать пару. Соответственно, нам нужно подключить. Но меня сейчас интересует только 59, он там понятно, что он соединяется только с одним партиклом. И второй нас не интересует. Поэтому говорим, что 59, соответственно, отсюда так, что он, соответственно, он заново обновил, что изменилось. Да, вот он теперь тоже отвалился, потому что фрейм стоит здесь 200. В 200 фрейме это все сработало. То есть мы взяли партикл,
joint counter нам выдал отсюда joint, которым этот particle прицеплен там к чему-то. И мы взяли, активировали join data, мы сказали, что он у нас broken. Можно, то есть он совсем сейчас отвалил, скорее всего он отвалится и полетит вниз. Мы можем точно так же поменять тип с fixed на spherical, тогда он будет болтаться. То есть broken type integer. Ну, пусть чуть пораньше болтается. 180. Смотрим. Стало чуть помедленнее работать, потому что я переключился, соответственно, на 4 сэмпла в секунду. Смотрим. Так, вот он, 180 прошли. Видно, что он начал заваливаться. Но совсем он не упадет, потому что он joint остался, просто тип его сменился на spherical. Вот. Ну, не хватает таймлайна, но поверьте мне, он не упадет. Ну, касаемо опреза, там ничего нового, все то же самое. Единственное, что там как бы изначально берется так, лодеры. Это уже не надо. Мы видим, что здесь у меня прям по частям. То есть я мешал уже по частям. Я взял сначала там трещины для третьего этажа, которые мне, кстати, не нравятся. Можно их пересчитать. Но это, мне кажется, опять же удобство, что вы частями, то есть что-то вас не устраивает, вам не нужно все пересчитывать. Вы можете там задавать разную детализацию. Там, например, здесь для частей, которые ближе, для них там задавать больше детализацию. Вот. Ну, соответственно, кракс. Второй флор. Причем, когда я считал, допустим, я считаю вот эти вот харез только для трещин третьего этажа, у меня в коллизиях только вот это. То есть нет ни колонн, ни других, ни осколков. Это, то есть главный collision object это вот эти плиты. Ну, конечно, там, возможно, он упадет там и провалится в эту щель, но поверьте, вы никогда этого не заметите в этом месиве. Ну и, соответственно, это сильно ускоряет процесс. То есть, если посмотреть, например, посмотреть, что у нас, скорее всего, там последнее, что я делал, это колонны я правил. То есть 7.0 нас не интересует. — 7.1 мы включим и посмотрим. Здесь он не завалится. Это он обычно делает. На самом деле, я в процессе работы, по-моему, даже ни разу не упал. Только начал писать видео, все испортилось, и он стал падать. Ну, так обычно. Гостей позвал, все не так. Так, я нажму на паузу, там, по-моему, volume breaker сейчас происходит. Да, вот volume breaker, то есть это опресс у меня был для колонн. Соответственно, видно, что у меня только основные плиты, то есть и считался. Ну вот здесь видно также этот подход. Вот это нейтрон объекты зелененькие, то есть они жестко прицеплены. Ну вот видно, что здесь эти объекты вообще где-то внутри.
Но это и клево, как бы они когда осыпаются, вот эти наружные, то есть, ну, получается такой хороший дестрой какой-то многоуровневый. Ну, ну и, собственно, как бы вот здесь я уже на этапе хайреза я уже доработал. То есть, если смотреть симуляцию, да, то есть, ну, бам, вот эти исчезли. То есть, что с ними произошло? То есть, я в хайрезе так, колоннис V2, по-моему, да. То есть я этот момент исчезания я отработал. То есть я сделал, ну, типа, такое разрушение. Ну, конечно, опять же, это не production ready shot, то есть это просто тест, который, ну, я потратил на это день. Там полдня я настраивал, и там полдня у меня считались. Ну, каждый кэш по-разному, там где-то от часа до часов 3, ну, то есть, в принципе, не быстро, но, тем не менее, как бы альтернативы, я считаю, в Максе практически нет. Я как бы подзорвал, и, соответственно, если мне не нравится этот взрыв, мне не нужно все пересимулить, в принципе, я могу закэшить там вот эти дальние колонны, которые там все меня устраивает, и взять отдельно нижние и работать только с ними, там этот взрыв дорабатывать, пока он мне не понравится. Вот, ну, в общем, какая-то такая идея. Я думаю, что удалось мне донести. Вот. Я, может быть, буду еще этим заниматься. Мне хочется... К сожалению, в работе почти нет задач по разрушению. Поэтому душа хотела какого-то... Мне хочется сделать какой-то подвесной мост, там, разрушить его. Ну, в общем, если хотите туториал как-то с подробным разбором всего этого дела, там пишите в комментариях. Хотим. Что, может быть, как мне кажется, все уже понятно. Но вдруг... Ну, вот как бы теперь я уже вижу, например, что надо было вот эти щели делать шире. Ну, чтобы вот этих осколков было больше. То есть сейчас наблюдается некий диссонанс, очень маленький. Но, опять же, это все тест. Для теста, я считаю, вполне неплохо. Ну, и для какого-нибудь там такой крупности плана, мне кажется, вполне могло пойти. Ну, здесь в основном крупные, средние куски, нету каких-то совсем маленьких там пыли, но это уже без всяких коллиженов просто там добавляется мелкий этот дебрис. Вот, но то, что я говорил, вот они осыпаются, но там остается какая-то типа скрепленная там арматурой. Ну, здесь, конечно, не хватает, собственно, самой арматуры, но кусок этот висит. Ну, это все можно добавить. Но в целом мне как бы подход кажется каким-то здравым, вот, и удобным. Ну, в общем, наверное, все. Пока.